Приветствую, друзья! О бренде Zik Real я сам узнал вот только недавно. И хотя имя это новое, однако есть в нем нечто общее с небезызвестной в аудиофилских кругах китайской компанией. Уж очень подозрительно знакомый используется набор комплектующих. Ну а мы сегодня поговорим о их новинке, младшей модели внутриканальных наушников Zik Real Airship с графиками, описанием звука и всем тем, за что вы так любите обзоры аудиотехники. Собственно, поехали! Пришла модель в интересно оформленной картонной коробке с пришельцами, изображением самих наушников и очередным рассказом о флагманских технологиях динамического драйвера. Из характеристик имеем чувствительность, равную 110 дБ и импеданс 32 Ома. В комплект нам положили инструкцию, гарантийный талон, еще какую-то карточку, очень солидно выглядящий плотный кейс из кожзаменителя, 10 сеточек в звуковод, пару пенок и привычный всем набор силиконовых амбушюр разного размера. Кабель в точности такой, как и в бюджетных моделях компании Moondrop, что с ценником в $179, на мой взгляд, не особо вяжется. Выглядит хлипким, звук от него суши, только по сопротивлению нормально. 0,550 Ом все еще в пределах допустимого. Понимаю, что на всем экономили, но должно же быть хоть какое-то соответствие уровню. А так кабель лучше вот под замену. Сами чашечки тяжеленькие, судя по всему металл, с двумя отверстиями для компенсации, средним по размеру звуководом и классическим уже соединением под углом. Казалось бы, почему нет, но сегодня уже мало кто так делает. Впрочем, сидят они неплохо, да и звукоизоляция в норме. Вот так вот это все, друзья, и выглядит. По измерениям тут чуть более продолжительный относительно нормы импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие рекордные 0,46%, что вот прямо радует. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует примерно 78 и 96 миллисекундам с некоторыми возмущениями в нижней половине спектра. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 11 дБ с плавным заходом на середину, аналогичная по амплитуде выделению области разборчивости с акцентированием области имитации ушной раковины и пиком на 8 кГц для усиления резкости звучания. Плюс имеем еще один пик на 12,5 кГц, вероятно, для подчеркивания перкуссии. В целом результаты неплохие, докапываться здесь нет смысла. Звучат же наушники, даже с учетом хорошего медного кабеля, довольно-таки сухо и нейтрально. Нет, легкий уклон в мелодичность здесь, конечно, присутствует, но на фоне конкурентов его, очевидно, мало. Результат получился четким, собранным, но не особо естественным. Те же BGVP Tank Character на фоне героев обзора просто гениально прозрачные и сверхвыразительные. Те аудиоэликсир не менее натуральные, тоже немного сухие, но с намного лучше проработанными тембрами и более эффектной подачей. Согласен, звук у Airship тоже достойный, однако сравнить его можно разве что с Moondrop Aria Snow Edition. Там такая же легкая сухость, отстраненность и фокус на макро. При этом по разборчивости каждая из записанных моделей вполне способна показать класс, за что их, собственно, и ценит довольно внушительное сообщество любителей скоростной тяжелой музыки. Там все это действительно оправдано, причем как с точки зрения тембральной прорисовки, так и построения всего музыкального полотна. Однако, если слушать в них джаз, оркестровую или, например, акустическую музыку, то мелодичности и выразительности будет вот прям не хватать. По крайней мере, тем, кому посчастливилось послушать хоть что-то за пределами брендов Moondrop, Tin Hi-Fi, Tripovin или же Tangent. Все они делают примерно одну настройку и используют схожего класса излучатели. Если же сравнить лицом к лицу новые Moondrop Aria и героев обзора, то Aria требуется чуть больше мощности, у них выше прорисовка нюансов, но при этом ниже масса средних частот, отчего Aria окажутся резче и детальнее, хотя и менее естественными и музыкальными. Опять-таки эти термины я использую исключительно для сравнения, поскольку их музыкальность даже не близко к тем же BGVP Tank Character. На Airship лучше смотреть меломанам, предпочитающим сдержанную выразительность, умеренную
определенную эмоциональность и легкий такой уклон в мелодичность. Вскочить и броситься в пляс лично мне с этим тюнингом ни разу не хотелось, как и нет желания вслушиваться во всякие нюансы звукоизвлечения. Привычная мне джазовая музыка здесь звучит, друзья, но откровенно скучно. Еще это легкая дымка. Да, без особых претензий, однако, на мой взгляд, как-то слишком безжизненно и плоско. Поэтому для всяческих акустических стилей я данные наушники советовать не возьмусь. Можно, но особого удовольствия или вау-эффекта они у вас, скорее всего, не вызовут. Впрочем, вкусы бывают разные. Ну и совсем другое дело, если вы ценитель брутальных тяжелых жанров. Вот там всего будет в самый раз. И разборчивость на высоте, и прорисовка на уровне, и нигде ничего не вылезет и не будет мешать. Бас массивный, в меру текстурный, однако сильно в сабчасть он не уходит. Серединка в целом интересная, относительно выразительная и приятно так выдвинутая к слушателю. Да и высокими нас не обидели. В меру продолжительные, с подсвечиванием затуханий и при этом не привносящие в звук каких-либо проблем или искажений. Все, как говорится, нейтрально и сбалансировано. И если это именно то, что вы ищете, то Zik Real Airship вам однозначно понравится. По крайней мере, переход на них с Aria, в том числе последнего поколения, считаю вполне оправданным. А это уже, как вы понимаете, подразумевает не слабый такой уровень. Так что все электрическое, местами даже и электронное, является для героев обзора предпочтительным направлением. В живые же оркестры я бы с ними, наверное, не лез. Оттого подробно разбирать построение эшелонов не вижу особого смысла. Сцена в силу настройки немного сжата в глубину, но позиционируется все предельно корректно. По источникам им подойдет, на мой взгляд, что угодно. Даже Aria в этом плане куда более избирательны. Из моих же личных рекомендаций я бы заменил им кабель на медный и амбушюры поставил получше. Так из Airship можно выжать еще немного больше. Реально как-то скромно они подошли к подбору комплектации. Взяли самый дешевый набор или близкий к тому. Оттого, если наушники вам понравились, не поленитесь подобрать к ним достойного уровня кабель и качественные насадки. Пробовал так и так, разница, не скажу, что небо и земля, но довольно-таки ощутимо. У меня это был ICA KTU-01 и насадки от Duno. Итогом, динамические внутриканальные наушники Zik Real Airship лично меня изначально расстроили своим комплектным кабелем и амбушюрами. Стоило бы в такую цену положить вот нечто посущественнее. Ну да ладно. В качестве плюсов же отмечу просто прекрасный комплектный кейс с удобную посадку и узнаваемый для всех ценителей мундроп характер подачи. Звучат они ровно в рамках стиля, то есть превосходные для всего электрического, электронного и несколько скромны в акустике. Для джаза я бы их, наверное, не выбрал, как и для оркестровой или же этнической музыки. А вот металл, блюз, рок, они преподносят прямо очень знатно, с высокой техничностью, хлесткостью и глубочайшей прорисовкой пассажей. В тяжелых или других агрессивных стилях это то, что доктор прописал. Советую на них, друзья, и ориентироваться. А на этом у меня все. Это были динамические наушники Zik Real Airship. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне ВКонтакте и Телеграме. Собственно, пока.